Всем привет! Вы на канале Взрослые дети. Сегодня я снова иду собирать в лес вешенки. Каждое утро стоят туманы, погода сырая и грибы должны быть. Я собираю грибы в Днепровских великолукских плавнях в районе Лывковых ям. Итак, начнем. Лес очень большой, туманный. Я, как всегда, взял с собой навигатор и будем искать. Здесь поваленные деревья есть и необходимо осмотреть каждый корешок. И вот, если посмотреться вниз, можно видеть грибы, которые уже начали расти. Обрежем их. Грибы еще не очень большие, но тем не менее потихонечку растут. Здесь грибочек уже побольше вырос, но он единичный экземпляр. Но тоже вполне съедобный. Вот такие красивые грибы есть, но они съедобные. Здесь видно же были грибники, которые обрезали вешенки, и вот уже начали расти новые. Еще немножко и их можно будет обрезать. Особое внимание необходимо уделять деревьям, которые упали. Вот лежит тополь, и если его посмотреть по всей длине, то можно найти грибы. Вот они выросли красивыми лопухами. На дереве рядышком вот уже начали расти, и на лежачем. Будем обрезать. Симпатичные грибочки. Вот я попал на валежник. Здесь сыро и много тополей. И вот на одном из деревьев поломанных я вижу партию грибов. Вот такие симпатичные, уже большие, недавно выросшие. Такие красивые лопухи уже выросли. Если вы нашли грибы, необходимо внимательно посмотреть по сторонам. Возможно, рядом притаился еще какой-нибудь грибочек. Осматриваем каждый закуточек. И вот в дупле вырос гриб, вешенка и куча маленьких. Значит, скоро здесь будет хорошая грибница. В лесу, кроме грибов, можно найти еще вот такую кучу мусора. Где она взялась среди леса, неизвестно. Вот следы людей, которые здесь, наверное, ходили и мусорили. Плохо. Вешенки можно найти не только на уровне земли, но и высоко. Вон вверху уже выросли. Для того, чтобы достать, берем палку и попробуем избить. Конечно, можно иметь какой-то нож, но ножа у меня с собой нет, поэтому будем палкой сбивать. Вот такие грибы растут высоко. Соберем их в кучу, которые попадали с дерева. И уже приятно, что грибы есть. На наши острова можно добраться только на лодке, поэтому основной рюкзак у меня хранится в лодке, а с собой ношу такую маленькую противогазную сумку. Его она же полная, поэтому придется идти к лодке и выкладывать их в рюкзак. Я для этого пользуюсь программой «Я иду домой», как я раньше говорил, на андроиде. Она мне очень хорошо помогает. Нажимаем «Идем домой». Начните движение. Двигайтесь преимущественно по прямой линии. От подсказки к подсказке.
Если вы произвольно изменили направление, следующая подсказка будет неточной. Я помогу вам. Приятного путешествия. Здесь можно посмотреть карту, Google или Яндекс. И здесь все есть. Обычный режим, спутниковый, гибридный. Вот красная точка, это моя лодка. Пойдем туда. Выключаем экран. Ложим в карман телефон и, слушая подсказки, идем к лодке. Вот я нашел необычные грибочки, которые растут на дереве. Я не знаю, как они называются. Посмотрю дома в интернете. Если вы знаете, напишите свои комментарии, как они называются. Или можно их есть, или нельзя. По пути к лодке я нашел еще вдали, смотрю, партия красивых грибов. Сегодня, конечно, погода туманная, солнца нет, поэтому без навигатора тяжело найти место. И вот я вижу очень красивое дерево, облепленное вешенками. Здесь уже можно их нарезать от души. Вот такие красивые, большие. И будем их обрезать. Вот такая получилась куча грибов, а мне уже ложить некуда. Поэтому придется сделать из свитера импровизированную сумку и сложить туда. Я рукава позавязывал в свитере, поэтому они никуда не денутся. Всегда есть выход из всех ситуаций. Вот такая сумочка получилась, и пойдем дальше. Довольно симпатичная. Лес очень красивый, уже начала падать листва, ярко-желтая, красиво. Если посмотреть в этой окрестности, то на упавшем дереве можно найти целую партию грибов. Вот они красиво повылазили и уже достигли почти размеров среза. Но я их посрезаю. Смотреть нужно и под низом дерева, потому что они очень часто растут там. Вон там видно, партия уже начала расти. Вот вдалеке сломанные деревья. И здесь растет грусть. Большой, красивый, но уже кто-то его погрыз немножечко. Но я его сейчас брать не буду, потому что я собираю вешенки. Если посмотреть рядом, вот есть упавшее дерево, нужно внимательно его смотреть. И здесь внизу можно увидеть вешенки, которые притаились в листве. Красивые. Будем их срезать. Красивые синие грибы. И пойдут нам на жульен. Видно, что грибы мокрые, значит сейчас они усиленно растут. И буквально через неделю они станут еще больше. Посмотреть
на него, то внизу можно увидеть вот такую красивую вешенку, которая прилепилась снизу. Есть еще маленькие сбоку и немножечко сверху. Мы будем их обрезать. Больше я здесь не вижу. В наших краях вешенки растут в основном на тополях, на черных тополях. У них кора как раз подходит для роста грибов, и древесина не плотная. Поэтому мы собираем в основном на этих деревьях. Срезаем аккуратненько. Вот такие красивые грибочки. Ну вот я уже у лодки, и можно выкладывать с противогазной сумки в рюкзак грибы. Грибы очень красивые, не очень большие еще, конечно, но тоже приятно. Ну вот, наша грибная охота закончилась. Исходя из личного опыта, можно сказать, что грибы есть, но не на каждом дереве, и поэтому их нужно искать. Насобирали все равно немало, больше половины рюкзака, примерно килограмм 15, что тоже хорошо. Исходя из того, что я поехал на рыбалку и поймал очень мало рыбы. Вот плотва небольших размеров. На противоположной стороне ловковых ям тоже есть хорошие места со стороны Домахи. Там много рыбаков и есть тополиный лес. Но там очень много людей, поэтому грибов можно найти очень мало. Вы были на канале Взрослые дети, смотрели видео о том, как можно собирать грибов вешенок в Днепровских плавнях. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!